Жизнь после смерти доказана. Доказана давно и уверенно. Доказана многими, независимыми друг от друга учеными, врачами, психологами, философами, исследователями на общественном уровне и обычными людьми на уровне личном. Их открытия, доказательства, эксперименты и подтверждения собраны в огромный массив данных, обобщение которого можно найти в перечне литературы, размещенном в ссылках раздела о канале, а также наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю», в том числе распространяемых бесплатно. Ознакомившись с этим массивом, любому становится очевидно: выживание личности после гибели биологического тела – абсолютный, непреложный факт и закон мироздания, действие которого неизбежно для всех. Каждый из нас переживет гибель биологического тела и в теле духовном отправится дальше. Каждый из нас воссоединится со своими любимыми и продолжит совместный вечный путь рука об руку с ними по бесконечной и удивительной вселенной. Впереди ждет бесконечное количество новых испытаний, захватывающих приключений, интересных задач и перспектив роста и развития с целью превратить себя во всемогущего Бога, способного творить свои собственные реальности и вселенные. Весьма примечательно и показательно, когда к открытию потустороннего мира и подтверждения жизни после смерти приходят великие психологи, врачи и философы, ранее бывшие скептиками, не верящими ни во что нельзя увидеть, потрогать или измерить. И совсем уж беспрецедентно, примечательно и показательно, когда в жизни после смерти убеждаются великие механики и физики. Те, кто специализируется именно на материальных законах и проявлениях Вселенной, и от кого не приходится ждать никаких духовных исканий, открытий и тем более их продвижения в массы. В предыдущих видео я уже рассказывал вам об академике Борисе Раушенбахе и профессоре Всеволоде Запорожце, лично убедившихся в продолжении жизни после смерти и оставивших для нас ценнейшую информацию и доказательства. А сейчас я расскажу вам о еще одном великом человеке, который независимо от других пришел к тем же самым выводам. Сэр Оливер Джозеф Лодж, который жил с 1851 по 1940 год, был без преувеличений поистине великим физиком и изобретателем, состоявшим в Лондонском королевском обществе и пользовавшимся огромным авторитетом в научном мире. Его пытливому уму принадлежат изобретения радиотелеграфа, настройки радио на нужную станцию, динамического громкоговорителя, электрической свечи зажигания и многие другие. Изначально, будучи скептиком, не верящим в существование духовных областей Вселенной и продолжение жизни после смерти тела, сосредотачивавшим свои интересы исключительно в поле физической материи, он при этом не мог не заметить, что время от времени происходят необъяснимые события и явления, которые невозможно просто отбросить и забыть. Люди сообщают о путешествиях за грань земного во время клинической смерти или так называемых околосмертных переживаний. Происходят явления духов и призраков, медиумы связываются с умершими, а умершие, в свою очередь, сообщают невероятную информацию, которая при проверке подтверждается. До живущих доносятся голоса с того света и так далее. Лодж был уверен, такие события требуют исследования и объяснения, даже несмотря на то, что это может навредить великолепной карьере ученого, чьи коллеги готовы поднять насмех и растерзать любого, кто попытается поставить под сомнение науку, отрицающую незримые духовные миры. Я обращаю ваше внимание, Лондонское королевское научное общество – это старинная, до невозможного чопорная и высокомерная организация, члены которой яростно оберегают свои устаревшие традиции, звания и регалии, и даже приближение кого-либо из них к какой-либо теме, считающейся паранормальной,
Это все равно, что сошествие черного снега на население Бразилии. А если учесть, что события, о которых я рассказываю, происходили в конце 19-го, начале 20 веков, тем более. Но сэр Оливер был по-настоящему прогрессивным и по-настоящему ученым. Поэтому, старея, он отказался просто ржаветь в окружении своих заслуженных наград и фондов, когда рядом с ним происходят удивительные явления, требующие изучения, описания и познания. Так, параллельно с работой в области земной науки, сэр Оливер начал свои искания и исследования в областях парапсихологии и потустороннего мира. Интересно, что сначала он планировал развенчать потусторонние случаи как примеры мошенничества, шарлатанства и самообмана. Он был уверен, что легко сделает это за короткое время, напишет небольшой отчет и закроет этот вопрос раз и навсегда. Но результат получился прямо противоположным. Очень медленно, аккуратно, маленький шажок за шажком, на протяжении десятилетий проводя множество исследований, экспериментов и даже захватывающих детективных расследований, он убедился в том, что жизнь действительно продолжается после смерти физического тела, духовный мир существует, и духи оттуда нередко стремятся связаться с живущими, чтобы передать им ту или иную информацию. Я абсолютно убежден в продолжении нашего существования по ту сторону. Эти его слова, произнесенные им по результатам более чем 30-летних исследований, сегодня цитируются во многих книгах по теме жизни после смерти и потустороннего мира. Свои выводы, методологию доказывания и отчеты о проведенных экспериментах и расследованиях сэр Лодж представил во множестве своих работ, статей и выступлений конца XIX века. Эти работы и отчеты можно найти в свободном доступе и сегодня. Но главным доказательством, которым он поделился с миром, стала его личная драма и трагедия, когда его родной сын Реймонд, 26 лет от роду, погиб в мясорубке Первой мировой войны, а затем вернулся в форме духа, чтобы сообщить своим любимым о том, что он пережил смерть и приступил к исследованию нового мира за гранью материального, в котором и будет ожидать прибытия своих родных в назначенный им час. Когда любовь между родными людьми искренна, крепка и сильна, случаи таких возвращений далеко не редкость. Как многие из вас уже знают, и ваш покорный слуга тоже стал свидетелем удивительных явлений, когда его самый родной и близкий человек проявил величайшее неравнодушие, вернулся с того света и передал из-за грани информацию, которая утешила горе его родных и позволила облегчить боль и страдания множества других людей. Поэтому в истории сэра Лоджа по сути нет ничего удивительного. И если копнуть, то выясняется, что такое происходит сплошь и рядом. Проблема в том, что когда об этом рассказывают обычные люди, им мало кто верит. Совсем другой случай, когда о таком опыте рассказал заслуженный со всех сторон ученый, у которого не было никаких причин что-либо придумывать, искажать, искать популярности и заработков. Ведь помимо того, что он был великим ученым, он еще был и успешным бизнесменом, обладавшим огромным состоянием и влиянием. Если проводить аналогии, то Оливер Лодж – это примерно как сегодняшний Илон Маск. Многие скептики любят подменить понятие и объяснить открытие Лоджа тем, что он сошел с ума на почве горя по утрате Реймонда, и именно поэтому, выдав желаемое за действительное, доказал жизнь после смерти. Но это не так. Это, как обычно, откровенная ложь людей, желающих отрицать существование духовного мира любой ценой. Вся основная масса доказательств и подтверждений была получена и опубликована сэром Оливером задолго до Первой мировой войны,
А возвращение Реймонда получилось таким успешным и показательным именно потому, что Оливер Лодж подошел к нему с позиции уже имевшихся знаний и использовал их для установления уверенного контакта с усопшим сыном и получения от него железобетонных доказательств, которые можно было проверить и представить общественности. И такие доказательства были получены. Вся эта удивительная история вместе с документально зафиксированными доказательствами и описанием методов их получения изложена сэром Оливером Лоджем в его невероятной книге «Реймонд» или «Жизнь и смерть». Я даже не буду пытаться ее пересказать, чтобы ознакомиться с полученными доказательствами, понять их значение, осознать ценность и масштаб знания, переданного Лоджем человечеству, чтобы прийти к тем же самым выводам и убедиться в непреложном продолжении жизни после смерти, ее нужно читать самостоятельно. Разумеется, те, кто не верит, в очередной раз отмахнется и не будет ничего читать и изучать, продолжив при этом распространять невежественные домыслы и бредни о том, что никто оттуда еще не вернулся и ничего не рассказал, основанные на отсутствии знания и безграмотности, то есть базирующиеся ни на чем, на пустоте. Но вы не слушайте этих малообразованных личностей, дорогие друзья. Просто сами прочитайте книгу Лоджа и сделайте необходимые выводы. В конце концов, какая вам разница, что там кричат необразованные граждане? Вам до них никакого дела нет. Ваша задача – получить знания и использовать их к своей пользе и пользе окружающих. Спокойно и невозмутимо решайте эту задачу и никого не слушайте. По следам Лоджа пошли и другие великие люди, понимающие, что существуют вещи более ценные и важные, чем карьера и положение, чем звания, награды и регалии, чем деньги и материальные блага, осознающие, что человечество нуждается в открытии духовного мира и его неразрывной связи с миром материальным, для того, чтобы спастись от своих же собственных грехов, невежества, злобы, ненависти и жестокости. Именно благодаря им и их самоотверженному труду сегодня мы все еще живем на нашей прекрасной планете и имеем все шансы не стать жертвой очередной волны вымирания цивилизации, не оценившей предоставленных ей природой и Всевышним возможностей. Так, один из самых великих ученых нашей планеты доказал жизнь после смерти, подтвердил, что наши перешедшие на тот свет любимые продолжают жить и ожидать нашего с ними воссоединения, и к нашей радости поделился этим знанием со всеми. И если спрашивать меня, кому я склонен верить, душному и ни во что не верящему скептику с 3 классами образования и полным ртом грязи и оскорблений, или одному из самых великих и заслуженных ученых, извините, но я выбираю последнего.